Одежда, которая лечит. Почему стоит вывернуть сорочку наизнанку? Думаю, ни у кого нет сомнений в том, что наши древние предки не выжили, если бы кому-то из них не пришла бы в голову идея завернуться в шкуру добытого на охоте зверя. С этого момента и началось триумфальное шествие одежды сквозь пространство и время. Вскоре одежда заметно усложнилась и выполняла не только функцию защиты от холода и непогоды, но и эстетическую. И даже стала указывать на социальный статус человека. Мех, растительные волокна, кожа, шерсть – первое тканое полотно. В ход шло все. Люди старались одеться как можно лучше, проявить свою индивидуальность в наряде, и это было неудивительно, что одежда стала восприниматься ими как некое продолжение самих себя. Да, в древности люди поверили, что одежда связана с ее обладателем. Именно с этого момента и началось использование одеяния в магических целях. Доходило даже до того, что украденную одежду врага втайне лупили палкой, для того, чтобы через такое воздействие нанести вред ее хозяину. И вы знаете, существует огромное количество примет, которые связаны именно с одеждой. К примеру, все мы, наверное, слышали о том, что случайно надеть рубашку или юбку наизнанку к неприятностям. Иногда еще говорят «битым быть». Поэтому полагалось снять неправильно надетый предмет одежды и слегка потоптать. Однако когда-то одежду выворачивали наизнанку нарочно. Существовало даже поверье, что вывернутая одежда помогает обмануть нечистую силу. Из одежды больного лихорадка делали 7 ритуальных кукол и сжигали их, надеясь таким образом улучшить состояние больного. Ну а если болел ребенок, его одежду уносили в лес и развешивали на деревьях, либо прятали в дупло, чтобы лесные духи забрали болезнь вместе с платьем. Особое место в магических ритуалах занимал кожух. Он ассоциировался со священным животным и символизировал богатство. На вывернутом кожухе сидели молодые во время свадьбы. В нем выходила в первый раз встречать свою невестку свекровь. На кожух клали новорожденного, чтобы он вырос здоровым и богатым. Сорочка также имела сакральное значение. Поверье о том, что в воскресный день сорочку утром надевают для Бога, днем для людей, а ночью для нечистого, известно по сей день. На груди по сорочке обязательно вышивали парное изображение плодовитых животных, например, зайцев. Ее подолом обтирали детей от сглаза и говорили: «Чем тебя породило, тем тебя и отходило». Крестильную сорочку первенца семья хранила всю жизнь. Именно в ней крестили всех последующих детей. Считалось, что тогда братья и сестры будут расти здоровыми и дружными. Обувались тоже по правилам. Первым надевали правый сапог, чтобы весь день дело спорилось. Были и забавные случаи, связанные с обувью. Считалось, что лучший мастер по пошиву обуви именно водяной. И если в лунную ночь удастся отвлечь его во время работы и утащить готовые сапоги, им сносу век не будет. Девушку, перешагнувшую через порог в одном ботинке, согласно поверьям, ждало замужество с лысым. Ну а если шнурки, завязывающиеся в узел, то это была добрая примета, сулящая радостное событие в жизни. А вот монетка в туфельке под пяткой поможет и студентке на экзамене, и бизнес-вумен в важной деловой встрече. Примету про птиц, которые пачкают нам одежду, к деньгам, наверное, слышали все. Но не каждый знает, что если в кармане давно не надеваемой вами одежды завелся паучок, то это к большой прибыли.
Говорят, что такой паучок позолотил карман. Магические обряды и традиции, связанные с одеждой, существуют и в наше время. Так, надевая впервые новую вещь, обязательно загадайте желание, и оно обязательно сбудется. Ну, а если на ней есть кармашек, то обязательно положите туда монетку, и это платье, брюки или ваша блуза станут для вас счастливыми и удачливыми. Поэтому всегда надевайте на Новый год только новую одежду. Так вы поймаете удачу. Ну, а если у вас день выдался трудным, не надевайте на завтра ту же одежду, в которой этот день провели. Простерните ее в слегка подсоленной воде, чтобы смыть весь негатив. Ну, а если вы решили заняться шопингом, всегда следите, чтобы после походов по магазинам в кошельке оставалось немного денег. Покупка на последние деньги вам никогда не принесет удачи. Но также не стоит огорчаться потерей перчатки, шарфика или любого мелкого предмета одежды. Знайте это к свадьбе. Поэтому, друзья, любите свою одежду, относитесь к ней бережно и не забывайте почаще радовать себя новыми нарядами. Будьте благополучны и счастливы. Как всегда, с вами был канал Эзотерика для тебя.